Привет! Сегодня хочу показать вам полезные приемы для оптимизации и навигации вашей работы в трекере Little Sound DJ. Сочетание клавиш и базовые функции, которые вы, возможно, могли не замечать. Данные приемы позволят вам упростить, а самое главное ускорить весь процесс работы над созданием композиции. В самом трекере есть вкладочка Help, обращайте на нее внимание и также следите за строкой состояния при навигации в трекере. Надеюсь, вы все это знаете, но если нет, пусть это будет полезным. Погнали! Начнем с простого. Select стороны, и мы перемещаемся по рабочим окнам трекера. Внизу справа есть схематичное расположение, где вы находитесь. Вот, с зажатым селектом мы по нему и перемещаемся. Song Screen — основное окно нашей аранжировки. Здесь мы собираем композицию из фрагментов. По кнопкам А — создать паттерн, А в стороны — изменить значение паттерна, 2 раза А, и мы создаем абсолютно пустой паттерн. Дальше Select B, обращать внимание на строку состояния, и мы можем выделить фрагменты для последующего копирования или вырезания. На Select отмена, если мы выбрали что-то не то. При выделенном B и мы копируем наши значения. Select A, и мы их вставляем. 2 раза Select B, и мы выделяем строку, которую можем перемещать. 3 раза B, и мы выделяем всю область. Мы можем по ней перемещаться, и Select, если выбрали что-то не то. Теперь расскажу вам про команду «Вырезать» и копирование. Если вам нужно убрать значение, то вы нажимаете BA, но фрагмент не удаляется, потому что, используя Select A, вы можете опять его вставить. Он попадает в буфер обмена. На BA вы также можете поднимать ваши куски, но тогда и пустота попадает в буфер обмена. Когда мы что-то копируем, и после этого вырезаем пустоту, то вставится уже пустота, а не то значение, которое мы вырезали. Вырезать полезно, когда мы приводим нашу композицию в порядок. Когда у нас будет слишком много значений, и они будут хаотично у нас разбросаны, вместо того, чтобы постоянно тыкать BA и целиться вверх-вниз, мы можем выделить необходимую область, Select B, и затем нажать Select A, и у нас все схлопнется. И самое главное, что вы застрахованы от ошибки буфером обмена, потому что Select A, и вы сможете вставить те значения, которые только что вырезали. Раньше я постоянно тыкал BA и старался не промазать, но сейчас можно все выделить и просто вырезать. Это действительно удобно. Находясь в рамках одного проекта, и параметры и значения будут храниться в буфере обмена, и мы можем с ними взаимодействовать. Но здесь нужно сделать условное разделение на параметры и значения. Об этом я расскажу вам позже, и это позволит нам ориентироваться при переносе данных из разных проектов. Теперь расскажу вам про клонирование. Выделим все, очистим и создадим паттерн. Давайте сделаем его 0, 0.1, 0.2, 0.3. Пропишем немного нот, допустим, до, ре. Пусть будет что-то еще для наглядности. Смотрите, клонирование. Настройки режима находятся в верхнем окне Project, и у нас есть два варианта. Deep и Slim. Режим Slim полезен для экономии вашего рабочего пространства, и если вам нужно внести незначительные изменения. Допустим, нам нужно сделать транспонирование последнего такта, но ради этого переписывать всю цепочку бессмысленно и долго. Мы можем зажать с вами Select B и затем, не отпуская Select, нажать A. И, как мы видим, клон Chain. В нулевом паттерне у нас с вами 0, 1, 2, 3 в цепочке, в 24-м, который мы склонировали, 0, 1, 2, 3. Таким образом, внося изменения в исходный паттерн, который мы клонировали, данные изменения будут отображаться и в клонированном паттерне, потому что это одни и те же цепочки. Но теперь мы можем сделать транспонирование, которое не будет влиять на исходный паттерн, который мы клонировали. Это Slim режим клонирования. В Deep режиме все работает по-другому. Клонируем Select B, A, и получаем уже 25-й. Клонировали мы его из нулей, и у нас здесь не 0, 1, 2, 3, а в этом случае новые пустые паттерны 12, 13, 14, 15. И внося изменения таким образом, они уже не будут взаимодействовать с исходной цепочкой, которую мы клонировали. Это не экономит вашу память, но позволяет достаточно быстро работать с мелодией, с ритм-секцией и вносить более интересные аранжировки в вашу композицию. До того, как я узнал о клонировании, я копировал паттерны совершенно нелепо. Я создавал новый паттерн, вбивал в него новые фразы. И когда наши паттерны находятся рядом, у нас работает быстрое перемещение.
Сейчас я вам покажу, как это выглядело. Select вправо, мы попадаем во фразу. Select B, B, B. Мы все выделяем и копируем. B вправо, и мы перемещаемся в первую фразу уже второго паттерна. Находясь в ней Select A, мы все вставили. Нажимаем B вниз, попадаем во вторую фразу второго паттерна. B вправо, вторая фраза первого паттерна. Все копируем. B вправо, вставить. B вниз, B влево, все копировать. B вправо, вставить. B вниз, B влево, все копировать. B вправо, вставить. И таким образом я копировал паттерны. Хотя можно все это сделать намного быстрее, используя Select BA в режиме глубокого клонирования. Теперь перейдем в Chain окно. Здесь у нас есть транспонирование, мы можем назначать ему значения, выделять их вместе и зажатым А в стороны, применять изменения к выбранной группе. Мы можем их вырезать и копировать. Они также попадают в буфер обмена, находясь на окне Chain. Здесь у нас работает быстрое перемещение, о котором только что говорил. Если паттерны находятся рядом, то условно, находясь в 26-м, который посередине, зажимая B вверх, мы будем попадать на паттерн вверх. И сейчас мы в 27-м. B вниз-вниз, и мы уже в 27-м, который ниже. И также это работает на Song окне, и это работает с паттернами рядом, вправо и влево. Зажатым B мы можем быстренько перемещаться и копировать наши значения, а также смотреть длину паттерна внутри цепочки, из скольких тактов он у нас состоит. Теперь перейдем во фразы. У нас есть команды, инструменты, все можно копировать и выделять, также вырезать. Несколько раз нажимаем на B, и мы выделяем не строчку, как в Song окне, а уже целый столбец, который мы также с зажатым А можем изменять группой. Здесь будет полезно использовать клонирование для инструментов, если вам необходимо в каком-то значении создать дополнительный эффект. Мы можем сделать это командой, но нам придется так поступать каждый раз, там, где мы этого хотим, на протяжении всей композиции. Вместо этого мы можем использовать Select BA и клонировать данный инструмент, и уже в таблице сделать ему необходимый и более интересный эффект, потому что у нас здесь для этого больше возможностей. И самое главное, что в таком случае у нас появляется прекрасная возможность совмещать инструменты и эффекты таблицы с эффектами окна фразы, и мы можем их наслаивать друг на друга. Еще здесь будет полезно использовать Double A на эффекте для вызова описания в строке состояния, чтобы работать в заданных диапазонах, то есть не вслепую крутить ручки, а читать и смотреть, какой параметр за что отвечает и в каком диапазоне работает. Дальше нырнем в сам инструмент. Здесь у нас также работает Double A для того, чтобы посмотреть описание параметра и почитать, вдруг что-то полезное для себя найдете. Select B, и мы можем скопировать инструмент. B вправо, влево, вверх, и можем перемещаться по инструментам, которые у нас есть. И также Select A, мы можем их вставить. Вырезать, вставить и копировать. Это работает в LSDG везде, на всех значениях, которые вы можете изменить или выделить. И что самое приятное, копирование и групповое изменение также работает в Wave окне. Select B мы можем выбрать необходимый нам диапазон, зажатый А, мы можем его изменить. Б, мы можем его скопировать и затем вернуться к волне, над которой мы сейчас работаем, и вставить скопированный нами рисунок. Таким образом можно совместить синус, прямоугольник и найти себе интересное звуковое решение. Конечно, мы можем копировать, изменять и вставлять значения команд, но что самое интересное, мы еще можем проделывать это с грувом. Мы можем копировать, вставлять и изменять группой. Вернемся в Song Screen и расскажу вам про возможности воспроизведения. Давайте воссоздадим какую-то композицию в нашем человеческом режиме для того, чтобы можно было играть лайвом. Дальше по кнопкам в режиме воспроизведения B-Start, и мы получаем соло. Все остальные каналы у нас попадают в мьют. Если нажать B-Start и отпустить старт, то воспроизведение продолжится и мьют режим выключится. Если B-Start и отпустить B, то мьют останется. Его можно отключить, находясь на канале, нажав B отдельно, а также можно отключить их сразу все. Для этого на канале, который в соло, нажать B-Start. И еще существует B-Select при воспроизведении. B-Select, и мы мьютим выбранный канал. Если отпустить Select, воспроизведение продолжится как было, мьют отключится.
Если B-Select отпустить B, то mute останется. Чтобы его отключить на выбранном канале, необходимо нажать B. Еще у нас есть возможность управления стерео на выбранном канале. B стороны, и мы выбираем правый или левый канал, который будет воспроизводиться. Это работает в лайв режиме, в сонге и во время воспроизведения. Это позволяет вам экономить время и не прописывать панораму в таблицах, для интересных аранжировок и каких-либо спецэффектов при сведении. Интересная возможность для сведения и вступления в нужную долю — это рестарт. Зажимаем Select Start и получаем зацикленный звуковой эффект, и с ним можно взаимодействовать. Он зависит от значений в K-Delay и Repeat, что позволяет контролировать длину воспроизводимого фрагмента. Изменяя эти параметры, вы можете подобрать интересный ход. Если отпустить Start раньше, то трек продолжит воспроизведение, а если отпустить Select, то трек не запустится. Все вышесказанное работает и в лайв режиме. Здесь у нас есть мьюты, панорамы и возможность запускать дорожки. Старт она воспроизводится, 2 раза старт она воспроизводится в сильную, Select Start выключение и Select Start 2 раза, выключение в ближайшую сильную. И в лайв режиме полезно использовать влево Start для очереди воспроизведения. Это намного удобнее и быстрее, чем делать Select B, выделять необходимые каналы и тыкать Start. Мы просто можем нажать влево старт, и у нас заиграют все паттерны. Теперь расскажу вам немного про маркеры. Это полезные визуальные обозначения при работе с композицией. Выделяем строку и нажимаем 3 раза B, и у нас появляется визуальное обозначение. Возможно, у вас в композиции здесь есть паттерны, над которыми еще нужно поработать. Возможно, здесь у вас меняется темп, возможно, что-то еще, и находясь в треке, в лайв режиме, B вверх, B вниз, вы перемещаетесь по странице и можете сразу визуально быстренько понять, где вы сейчас конкретно находитесь и что произойдет дальше. Теперь про параметры и значения. Что я имею в виду? В рамках одного проекта, если мы скопируем 5-й паттерн, ставим его, то внутри у нас окажутся значения чейнов, ноты во фразах и также все параметры инструмента. И это только в рамках одного проекта. Сейчас мы его скопируем и попробуем вставить в другой проект. Открываем второй, вставляем, и у нас скопировалось только значение, только цифра для пульса. Внутри нету фразы, внутри нету нот и нет инструмента. Давайте заполним и сохраним. Вернемся в первое окно. Копировать чейны мы не будем, потому что они тоже будут пустыми. Давайте скопируем ноты, инструменты и всю информацию из фразы. Перемещаемся во второй проект. Вставляем. У нас копируются ноты, все команды таблицы и значения, а инструмент опять же пустой. Мы видим это по форме волны. Давайте сохраним. Загрузим первый. Теперь зайдем в инструмент и скопируем инструмент. Здесь еще давайте посмотрим на форму волны. Хорошо, мы это скопировали. Перемещаемся во второй. Идем в инструмент, вставляем инструмент. Как вы видите, он скопировался. И форма волны опять же является параметром в данном случае, а не значением, и она не скопировалась. Давайте сохраним. Загрузим первый проект, перейдем к инструменту, скопируем форму волны, вернемся во второй проект, перейдем к инструменту и вставим форму волны. Таким образом, мы можем переносить данные из одного трека в другой полностью, но учтите разницу вот эту условную между значением и параметром. В рамках одного проекта буфер обмена хранит в себе всю указанную информацию, потому что значения уже назначены, а в новом проекте только значения, потому что внутри них ничего нет. Если вы сделаете шаблон,
с одинаковыми значениями, тогда у вас будет копироваться и все параметры. Ну, надеюсь, это понятно. По такому же принципу работает копирование в режимах 2x, 3x, 4x LSDJ. Вы можете переносить данные из одного проекта в другой. На этом, думаю, пока хватит. Пожалуйста, напишите в комментарии, какими приемами пользуетесь вы для того, чтобы ускорить, облегчить свою работу над созданием композиции в трекере Little Sound DJ. Мне будет очень интересно об этом почитать и, возможно, узнать для себя что-то новое. Напишите, чем пользуетесь, чем не пользуетесь, о чем знали, о чем нет, это точно будет очень приятно. Поддержать выход новых видео вы можете на ресурсе Boosty, а также скачать все мои сейвы для трекера LSDJ. На этом все, пишите и слушайте только хорошую музыку. Пока-пока!